Всех приветствую на моем канале. Нашла я в интернете очень крутой способ, как вязать платочный узор без перебивки рядов. При этом ничего прятать нам не нужно. Еще этот способ подойдет для вязания полосочек. Вот видите, виден сам заход только нового цвета, а дальше никакой перебивки рядов нету на платочном узоре и на лицевой глади. Нашла я этот способ на сайте хорошогромко.ру и хочу поделиться с вами. Если вам интересно узнать подробности этого способа, то подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, нажимайте на колокольчик и ставьте лайк. Сейчас вам покажу с изнаночной стороны, это тоже выглядит незаметно. Абсолютно нету никакой перебивки рядов. Вот я вот здесь в этом месте подсоединяла следующую нить. Посмотрите, как классно смотрится лицевая гладь с изнанки. Весь секрет этого способа в том, что мы вяжем двойной спиралью. То есть при обычном вязании по кругу у нас нитка постоянно идет вот такими витками, и получается как бы спираль. А здесь идет спираль двойная. То есть мы вяжем платочный узор от двух клубков. Они оба одинакового цвета. Если возьмем разные клубки, то получится вот такие красивые полосочки. Вот видите, я вам сейчас покажу вот начало ряда. Вот видите, сразу же как бы двумя нитями мы вяжем. Сначала один ряд провязали. Вот сейчас у меня нужно вязать ряд белым цветом. Я довязываю ряд до конца, затем беру нить синего цвета, вяжу нитью синим цветом. То есть каждый ряд вяжется от нового клубочка. Давайте я вам сейчас это покажу более подробно. Начинаем вязание с набора петель. Для этого нам понадобится, как я сказала, 2 клубка. Берем эти 2 нити. Вот таким образом держим и начинаем обычный классический набор петель или любой другой, который вам больше подходит. Я распределила вязание на 3 спицы. Теперь провожу замыкание в круг самым обычным способом. Первую набранную петлю накидываю к последней набранной петле. И затем последнюю набранную петлю сверху на первую накидываю и затягиваю. И теперь мы приступаем к вязанию самого платочного узора. Берем одну нить, вторая остается на месте и вяжем ряд до конца лицевыми петельками. Я довязала ряд до конца лицевыми петельками. И теперь эту нить откладываю, беру вторую рабочую нить и следующий ряд вяжу от второго клубка. И он будет весь изнаночными петельками. Вяжем весь ряд изнаночными. Я довязала ряд из изнаночных петель. И теперь мы возвращаемся вновь к первой рабочей нити. Этой рабочей нитью мы вязали ряд из лицевых петель. То есть нить, которую мы вязали изнаночные петли, остается. Берем первую рабочую нить и начинаем вязать ряд лицевыми петлями. И таким образом мы и вяжем на необходимую высоту нашу платочную гладь. От одного клубка мы всегда вяжем только лицевые ряды, от второго клубка всегда только изнаночные. И так чередуем. Одним клубочком вяжем лицевой ряд, потом берем второй клубочек, вяжем изнаночный ряд. И таким образом на необходимую высоту. В итоге платочный узор будет получаться без ступеньки. Вы также можете вязать двумя разными нитями, допустим, лицевые ряды нитью голубого цвета, изнаночные ряды нитью белого цвета. Тогда получается очень красивое двухцветное вязание. Или таким же способом вы можете вязать двухцветную лицевую гладь.
Тогда мы будем от одного клубка вязать лицевые петли, допустим, белого цвета, а от второго клубка лицевые петли синего цвета. И тогда будет также получаться без ступеньки цветные полосочки шириной всего лишь в один ряд. Ну, как вам такой способ? Мне он очень понравился. Поэтому я жду от вас лайков, жду от вас комментариев. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. До скорых встреч. Всем пока-пока.